Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Валентина Лыкина. Сегодня вяжем пасхальное лукошко. Эту корзину не обязательно приравнивать только к Пасхе. Вы можете прекрасно с ней прогуливаться за ягодами, грибами, ну и в конце концов хранить фрукты или любые другие предметы. Я уверена, если у вас появится такая корзина, вы найдете ей достойное применение. Для того, чтобы связать такую корзину, понадобятся деревянные заготовки овальной формы, донышко и вот такая вставка с ячейками под яички. Размер заготовок 22 на 15 сантиметров. В мастер-классе буду использовать пряжу халва, размер XL. Это канат 8-миллиметровый. Его уйдет около 7,5 метров. В пасме 10 метров, поэтому одной пасмы будет достаточно. Использовать буду также халва толщина нити М. Это уже шпагат 2-миллиметровый. И у него в этой бобинке 150 метров. Уйдет вся вот эта бобинка. Скажу больше, что останется вот столько. У меня осталось. Если вы боитесь, что вам не хватит одной бобинки такой, то просто свяжите на один ряд вот такой меньше, тогда 100% хватит. Для вязания понадобится крючок номер 4. Можно использовать немного больше. Мне удобно вязать именно четверкой. Вы подбираете крючок таким образом, чтобы у вас захват пряжи был полностью, вот крючок захватывал всю пряжу, и чтобы эта ниточка не расслаивалась. Это очень важно. Также из инструментов понадобятся ножнички, сантиметровая лента, сделать некоторые замеры, иголочки и вот такая прищепка может использоваться для того, чтобы фиксировать канат при вязании корзины, то есть при вязании вот этого корпуса. Можно вместо такой прищепки использовать обычные иголочки также. И если вы хотите, чтобы у вас ручка вот эта двигалась в разные вот так направления, необходимо еще использовать пуговички, любые декоративные, и иголочку с ниточкой. Практически все эти материалы вы можете приобрести на сайте Пряжи Центр. Заготовки, вот эту пряжу. Ссылочка будет для вас оставлена в описании к этому видео. Там же вы найдете промокод на скидку. Не буду вас задерживать, мы приступаем к вязанию лукошка. В первую очередь нам необходимо выполнить обвязку вот этой заготовочки. В первый ряд обвязки будет из соединительных столбиков по всему периметру. Мы вводим крючок в любой из отверстий, желательно на вот этой узкой стороне, немножко правее. Вот сюда ввожу крючок и теперь беру ниточку, отмеряю сантиметров 15 для того, чтобы нам закрыть вот этот первый ряд соединительных столбиков. Захватываю здесь рабочую нить и протягиваю. Получила рабочую петлю. Ввожу крючок в следующее отверстие, захватываю рабочую нить и протягиваю через отверстие и через рабочую петлю. Ввожу крючок в следующее отверстие и повторяю все то же самое. Захват рабочей нити и протягиваю через отверстие и через рабочую петлю. Вот такими соединительными столбиками необходимо ввязать по всему периметру. Из последнего отверстия, где у нас нет провязанных никаких петелек, мы вводим крючок, захватываем уже не рабочую нить, а вспомогательную, которую мы оставляли ранее, и полностью ее вытягиваем. Под вот эту первую петлю я вставляю крючок, захватываю вспомогательную нить и полностью ее вытягиваю. Ввожу крючок с обратной стороны в ту точку, откуда у меня вышла эта вспомогательная ниточка, и возвращаю ее в эту же точку. Вот так закрыла я ряд. Теперь вот этот хвостик я уложу вот сюда и в дальнейшем ввяжу в вязание.
там, где у меня вот этот хвостик, в это отверстие я ввожу крючок и захватываю отсюда рабочую нить, вытягиваю, остановились. Теперь нам нужно подготовить канат. Мы сейчас его срежем следующим образом. Вот он состоит из 3 ниточек. Мы вот так немножко его раскрутили. И теперь самую первую я срезаю под углом, вот так. То есть не прямо, а под углом. Вот таким образом. Срезала. Для того, чтобы, смотрите, здесь толстая часть, тоньше, тоньше, еще тоньше. Вот так. Далее мы от этой точки, то есть от вот этой части, где мы только начинали рез, отступаем около 2 сантиметров. И делаем такой же срез под углом. Срезали. Далее мы еще немножко раскрутим. И отступив также 2 сантиметра вот здесь, я сделаю такой же срез под углом. Таким образом мы избежим утолщения и сделаем плавный переход при вязании вот этого каната. Следующее, что мы будем делать, это ввязывать канат в нашу заготовку. Укладывать мы будем его следующим образом. Вот здесь у нас должен быть небольшой припуск, и канат весь на протяжении всего вот этого вязания должен укладываться вот так, на эту сторону. То есть не сюда, а поверх. Все это уложили. Теперь я ввожу крючок в получившуюся петлю, захват рабочей нити и провязываю наверх первый столбик. Тут немножко уберу, мне слишком много этой длины. И теперь в эту же точку я ввожу крючок и провязываю второй столбик. Вывожу его вот сюда наверх, чтобы у меня вот здесь с этой стороны пошли вот эти столбики и верхние вот эти петли. И провязываю второй столбик. Теперь в каждую вот эту петлю я должна провязать по 2 вот таких столбика. Перемещаюсь в следующую, ввожу крючок. Здесь еще контролируем, чтобы у нас вот этот вспомогательная эта ниточка не убежала. Захватываю так здесь рабочую ниточку, ввожу наверх, захват рабочей нити, провязываю столбик и продолжаем так вот в каждое отверстие провязывать по 2 столбика без накида. То есть и нам нужно контролировать, чтобы здесь не сильно слабо было. Перемещаюсь дальше и провязываю. Так. Таким образом вяжем до конца этого ряда. И теперь мне необходимо вот эту строчку из косичек вот так вовнутрь развернуть, чтобы она вот так поверх проходила. Вот так все расправить необходимо. И мы переходим на второй ряд. Вязать я буду вот за эти верхние как раз таки петельки, состоящие из 2 ниточек. Вот они. И первый столбик во втором ряду я провяжу вот в эту петлю. Вот она. То есть у меня вот он первый столбик, вот здесь второй. Между ними петля. Я в нее ввожу крючок. Укладываю вот так наверх канат. Захватываю рабочую ниточку, протягиваю, захват рабочей нити и провязываю столбик. Провязали. Теперь вот за эти точки я буду провязывать без прибавок на протяжении всего этого ряда. Останавливаемся вот здесь, и я покажу, как вязать дальше. То есть вот в эти петли вкладываем канат,
и провязываем столбики. Я здесь не использую пока прищепки, потому что тут все пока лично мне проще. Если вам неудобно, то можете зафиксировать канат вот так поверх прищепками. Таким вот образом укладываем немножко за вот эти петли, то есть не перед ними, а за ними, вот так. Тогда будет удобнее вязать. Когда я довязала до той точки, где мне нужно начать делать убавки каната, для того, чтобы вот здесь плавно, то есть не как обрубленный получился, а такой легкий переход, как и здесь, чтобы нам свести на нет канат и закрыть этот ряд, чтобы он был вровень с этой стороной. Сделаем мы следующее. Мы вот так, когда его уложили, нашли, вот он, первый столбик, значит, вот до сюда нам нужно отрезать этот канат. Я возьму с запасом небольшим, вот так. То есть первую ниточку я срежу также под углом, вот в этой области. Срезала. Теперь мне нужно раскручивать эти ниточки и обрезать точно так же, как я обрезала здесь. Рекомендую сделать именно таким способом, чтобы, допустим, подготовить на следующую заготовку вот этот канат. То есть, если вы обрежете вот так и будете постепенно с двух сторон обрезать, вы лишние сантиметры теряете. Поэтому обрезаем мы вот таким образом. То есть, здесь мы делим условно еще на две части и отрезаем шпагат под таким же углом. Вот она у меня еще одна. И последняя тоже ступлю и сделаю такой же срез. Вот так. Здесь я еще хочу подровнять и еще сильнее сделать этот переход. Вот так. Срежу еще. Накладывая канат поверх нашего вязания. То есть мы вяжем точно так же, только у нас начинает уменьшаться объем каната. Вот я дошла до той точки, где у меня здесь первый вот этот срез. Я его загибаю вот так вовнутрь. Вот так. И продолжаю вязать, плотно прижимая. Так. Прохожу этот участок. Теперь вот эту часть я также сверну и тоже уложить нужно. Я уже практически завершаю этот ряд. Вот здесь у меня отрезано много, поэтому я еще вот так нахожу, вот он, этот столбик вот здесь, и начинаю вот так срезать. Так, и теперь у меня здесь осталось еще вот он один. И вот, получается, вот он, первый ряд закончился. Вот сюда я провязываю последний столбик. И вот так получается. Теперь мне нужно, вот он у меня первый вот этот столбик, и вот сюда я ввожу крючок. Это будет последнее, что я сделаю в этом ряду. Я захватываю рабочую нить и вот так протягиваю через рабочую. Все. На этом второй ряд завершен. Теперь я обрежу вот эти хвостики лишние. В данный момент здесь необходимо сделать обвязочный ряд. Можно продолжить вот так провязывать в следующие вот эти верхние петли соединительные столбики, точно так же, как и я вязала вот здесь. Если вы хотите применить более декоративный способ обвязки краем,
Потом делаем следующее. Воздушную петлю провязываем и крючок вводим в предыдущую петлю вот сюда, вот за эти вот верхние петельки. Ввела крючок, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю ее. Получилась у меня вот эта рабочая петля, вот эта вытянутая. Я делаю захват рабочей нити и провязываю через все эти петли. Возвращаю крючок в основание, в ту петлю, которая находится перед точкой, где сейчас провязывала. Захватываю рабочую нить, вытягиваю. Опять захват рабочей нити и провязываю эти петельки. Опять перемещаюсь назад, то есть в обратную сторону. Захватываю рабочую нить, на крючке 2 петли и провязываю эти петли. Так я буду вязать на протяжении всего этого ряда. Довязали до конца ряда. Вот откуда мы первую провязывали, сюда вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем через эту петлю. Все. Теперь обрезаем ниточку и прячем ее. Переходим к вязанию дна. Здесь мы выполняем вот такую же обвязку. И первый ряд мы просто обвяжем вот по такой же схеме в каждую точку по 2 столбика без накида. Но в самом начале мы оставим вот здесь ниточку сантиметров 15-20. Нам нужно будет просто здесь закрыть первый ряд из соединительных столбиков. И второй вот этот ряд нам тоже надо будет закрыть вот этой ниточкой вспомогательной. Провязываем первый ряд из соединительных столбиков. Во втором ряду мы провязываем в каждую точку по 2 столбика. На последнем столбике мы закрываем ряд, вытягиваем петельку, отпускаем рабочую нить и переходим на вот этот хвостик, на вспомогательную. Захватываем и полностью протягиваем. Теперь нужно проложить вот такую же косичку сверху, то есть петля. Находим первый и второй столбик, между ними петля вот такая, и под нее я ввожу крючок. Сюда захватываю эту ниточку и возвращаю ее теперь в эту же точку. То есть с обратной стороны нашла, вот она дужка, петля, и сюда возвращаем эту ниточку. Заготовка полностью готова. Теперь мы можем продолжать вязать бортики, то есть корпус нашего лукошка. Воспользуемся маркерами и повесим их вот в эти точки, то есть где у нас идет вот это закругление, примерно посередине. Вот сюда я определю первый маркер и сюда определю второй. С этой стороны нужно сделать то же самое. Также очень важно, чтобы расстояние вот здесь и здесь, когда мы повесим, было одинаковое. То есть посчитайте за вот эти петельки. Вязать мы будем за те же петли, что и в этом случае. Только там, где мы повесили маркеры, в одну точку мы провяжем по 2 столбика, таким образом делая прибавку. Нашла точку, где завершила вязание, вот здесь. Захватываю сюда рабочую петлю и продолжаю вязать так же, как и вязала в случае с крышкой. Укладываем канат, оставляем небольшой здесь запас и провязываем. И здесь я убираю маркер. В эту точку провяжу 2 столбика. Провязываем первый. И в эту же точку ввожу крючок и провязываю второй. Продолжаем вязание и соблюдаем одно главное правило. Для того, чтобы у нас не получилось вот такого угла, как вот в этой подставке, то здесь прямой угол получился. Здесь нам нужно укладывать канат следующим образом. Вот у нас
цепочка из петелек, и за нее вот так сразу, вот так, мы укладываем канат. Таким образом, здесь не получится прямого угла, плюс ко всему мы здесь первый ряд просто обвязали, не ввязывали канат. И вот эта часть, она идет немножко на расширение за счет укладывания таким образом каната и плюс вот эти прибавки. То есть первая, вторая в конце будет сделана, и здесь еще 2. Продолжаем вязание. Вяжем до конца ряда и переходим на, получается, уже второй ряд. Второй ряд, который мы будем вязать ввязыванием каната. Довязали до конца ряда, соблюдая все прибавки. Теперь на те места, где мы делали прибавки, вот между вот этими 2 столбиками повесим маркеры. Здесь, здесь и еще здесь 2 точки. И в этом ряду мы повторим эти прибавки, провязывая по 2 столбика в эти точки, где сейчас висят маркеры. Продолжать вязание мы будем на расширение, то есть это у нас сейчас второй ряд. Мы его провяжем, и в 3-м ряду мы провяжем также, соблюдая вот эти прибавки. То есть на расширение нужно провязать всего 3 ряда. В этом ряду нужно будет также укладывать за вот эти вот петли канат. Можно использовать иголочки или любой фиксирующий предмет, который будет у нас фиксировать наш канат к лукошку. Вот, например, я вот так уложу ровненько и здесь пристегну вот так этот канат. Он лежит ровно, не смещается, не вытягивается, не затягивается. Можно затянуть немножко в эту сторону и продолжать вязание, для того чтобы у вас канат уже был зафиксирован, и вы просто провязываете столбики вот так до той точки, где необходимо сделать прибавку. И теперь мы убираем прищепку и опять продолжаем здесь укладывать канат. Опять уложили. Прижали его, то есть хорошо зафиксировали. Здесь выполняем прибавку, снимаем маркер, провязываем 2 столбика в одну точку. И я сразу хочу повесить маркер, чтобы мне потом уже не искать, где находятся эти точки. Провязываем таким образом до конца этого ряда. Это второй ряд. И провязываем дополнительно еще 3-й, соблюдая эти прибавки. Я провязала 3 ряда, и теперь мне необходимо свериться с вставкой, влезет ли она. Она идеально сюда влезла, значит, все отлично, и мы продолжаем вязание. Всего необходимо провязать 8 рядов, 3 ряда мы уже провязали, соответственно, еще 5 рядов нужно провязать без прибавок, то есть мы просто вяжем по кругу, укладывая канат, не делаем вот эти прибавки на углах, которые мы делали вот в этих 3 рядах. Вяжем 5 рядов без прибавок. Всего получится около 12 сантиметров высота. Если мы еще добавим ручку, то получится на 1 сантиметр выше. Если вас устроит корзина 13 сантиметров,
то вы следуете следующим инструкциям. То есть всего провязать здесь еще надо без прибавок 5 рядов. Если вы считаете, что эта корзина высоковатая, то, соответственно, вяжите просто меньше рядов, 4 или 3. То есть смотрите, какая вам корзина требуется. Я буду показывать на примере 5 рядов, то есть провяжу сейчас следующие 5 рядов без прибавок. Укладывать канат нужно так же, как и в случае вот этой подставочки, то есть прямо укладываем вот так и продолжаем вязание. Главное, чтобы он вот так не выходил у вас за пределы вашей корзины, иначе будет корзинка дальше продолжать расширяться. Нам это не требуется, поэтому закалывайте и продолжайте вязание. Когда остается довязать 8 ряд буквально около 8-10 сантиметров, необходимо сделать ту же манипуляцию, что и мы делали вот в этой подставочке. Обрезаем канат и выполняем такую же обвязку, как делали вот здесь. И вот так выглядит стык рядов, он практически не заметен. Вот такая корзинка-лукошка получилась. Теперь необходимо выполнить ручку и отмерить канат на эту ручку. Но прежде чем мы это сделаем, я должна найти вот с этой стороны середину и с той стороны тоже середину. Я нахожу те точки, где у меня идет закругление, и от них отсчитываю уже вот эти веерочки, чтобы найти серединку. Вот так. Теперь от этой серединки перемещаюсь вверх, чтобы найти верхнюю точку. С той стороны я делаю то же самое. Нашла точки, и теперь мне необходимо сделать несколько замеров для того, чтобы знать, какая длина ручки мне здесь нужна. Я первый замер делаю вот такой, то есть обворачиваю вот таким образом корзинку с одного края и нахожу вот первую иголочку, и вот она вторая точка, то есть получилось у меня 38 сантиметров. Вот так должна проходить сантиметровая лента, для того чтобы ручка могла опуститься вниз. Теперь мне нужно сделать еще один замер. Я хочу, чтобы у меня ручка фиксировалась после второго ряда, вот в этом месте. Значит, мне нужно замерить еще вот эту область, то есть от самого края 2 ряда, у меня получается здесь 4 сантиметра. К 38 я добавлю 4 сантиметра с этой стороны и 4 сантиметра вот с этой стороны, и у меня получится 46 сантиметров. Теперь я отмеряю канат длиной 46 сантиметров, и на ту точку, где у меня 46, я так вот ставлю иголочку. У нас ручка будет двойная, вот таким образом я ее буду складывать, вот так. И здесь у меня будет проходить цепочка, поэтому цепочку мы набираем длиной 46 сантиметров. И в самом начале можно оставить хвостик около 5-7 сантиметров. У меня получилось 55 воздушных петель, и когда я вот так приложила цепочку к канату, мне этой длины оказалось достаточно. Вот так. Теперь мы начинаем ввязывать канат, но в самом начале канат нужно отмерить около 5-7 сантиметров, потому что если мы сейчас начнем ввязывать вот таким образом, то здесь, когда мы будем разворачиваться, очень будет неудобно, и вот этот стык, он ни к чему. Поэтому отмеряем около 5-7 сантиметров, чтобы вот таким образом, вот так, у нас прошел канат. И значит, начинаем мы вот с этой точки. Здесь мы петлю вытянем, уложим канат, вот так, и провяжем подъемный столбик.
Вот так. Далее необходимо продолжить вязание за вот эту цепочку. И вводить крючок мы будем вот в эти дужки. Вот они. Когда переворачиваем эту цепочку, вот они сразу видны. Отступаем. Вот это самая первая, это петля подъема, то есть подъемный столбик. Вот эта петля вторая, это петля основания от этого столбика. И вот он третья воздушная петля. Вот сюда мы будем провязывать. Мы ее вот так перевернем и видим, вот она, это дужка. Вот. Захватываем рабочую ниточку, вытягиваем ее и опять захват рабочей нити, провязываем второй столбик. Перемещаемся в следующую точку в этой цепочке, вот сюда, за дужку. Захватываем рабочую ниточку, протягиваем, опять захват рабочей нити и провязываем следующий столбик. Перемещаемся в следующую точку основания цепочки, захват рабочей нити и провязываем столбик. Так мы вяжем, пока не закончится эта цепочка. Также очень важно, здесь мы должны замерить точную длину. Сколько отмерили? Получается 7 сантиметров. И вот от этой точки мы должны, значит, отмерить тоже 7 сантиметров, потому что это у нас серединка. Но так как там мы сделали смещение в эту сторону, то есть и здесь тоже в эту сторону нужно сместиться на ту длину, которую вы оставили в самом начале. У меня 7 сантиметров. Перемещаю иголочку на 7 сантиметров. И когда я буду провязывать уже здесь, вот сюда укладывать, тоже свяжу меньше на 7 сантиметров, потому что здесь уже эта длина у меня отмерена. Провязала я с этой стороны, теперь буду переходить на вот эту сторону. И вязать я буду вот за эти петельки. То есть если с этой стороны я захватывала одну ниточку, то с этой стороны я уже буду вязать и захватывать 2 ниточки. Канат будет укладываться вот таким образом. Иголочку я теперь отсюда убираю, она мне не нужна. Все хорошо подтянула, и теперь вот в эту точку, которую я провязала уже один столбик, всего нужно провязать 6 столбиков. Можно связать 5. Вы смотрите в первую очередь на свою плотность. Я провяжу 6 столбиков. Сейчас я провязала одну, вот сейчас буду вязать вторую. Ввожу в эту точку крючок и захватываю рабочую нить, укладываю канат и провязываю второй столбик. Ввожу опять в эту же точку, захватываю ниточку, вытягиваю, укладываю канат, все подтянула и провязываю 3 столбик. Продолжаем вязание. Ввожу опять в эту же точку, захватываю ниточку, вот так, уложила канат и только потом провязываю столбик. Это был 4. Ввожу в эту же точку, опять укладываю хорошенько, плотненько канат, также вот эту ниточку сюда укладываю и провязываю 5. И остается мне провязать 6. Опять ввожу в эту же точку и провязываю 6. Вот так это выглядит. Такое закругление. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик. Теперь перемещаюсь уже в следующую точку, вяжу за вот эти петельки. Ввела вот здесь
в основание столбика с этой стороны. То есть вот. И провязываю следующий. Так я вяжу. Вот, да. Вот отсюда примерно. Там, где мне надо будет скрепить канат между собой. Когда довязали до той точки, где нужно обрезать с этой стороны канат, мы вот этот канат укладываем так, как он должен лежать у нас вот в этой области. Закалываем его. Вот так. Все, его зафиксировали. И теперь вот этот канат мы закалываем в той точке, где должны его обрезать. Вот здесь. И обрезаем. Готово. Теперь нужно склеить вот в этой части канаты между собой. Я воспользуюсь термоклеем. Нанесу на одну часть этот клей, прислоню и склею. Вот так. Теперь здесь все надежно склеено. И мы продолжаем вязание до конца. И теперь мне осталось провязать здесь на повороте 6 столбиков, последнюю петельку. Вот этот первый столбик у меня уже провязан. Сюда же я ввожу, провязываю второй. Ввожу опять крючок, провязываю третий, четвертый, пятый. И сейчас буду провязывать последний, 6-й столбик. Вот так завершаем вязание. Немножко вытягиваем петлю. Нахожу вот здесь первый столбик, и вот он второй. Между ними вот петелька, под нее я ввожу крючок, захватываю сюда вот эту петлю и протягиваю ее. Нужно ее немножко побольше вытянуть. Вот так. Протянули. Подтягиваем петлю. Делаем воздушную петлю подъема. И теперь мы должны обвязать по всему периметру точно так же, как обвязывали вот здесь. То есть, двигаясь в обратную сторону, провязываем вот этот обвязочный ряд по всему периметру. Завершаем вязание и прячем хвостик обрезанный в полотно. Вот такая ручка получилась. И теперь перевернем ее на изнаночную сторону и включим утюг на максимальную температуру, режим пара. Хорошо прогладим эту ручку. Теперь пришиваем ручки в намеченные точки, декорируя пуговичкой. Если вы хотите, чтобы у вас ручка двигалась и опускалась вниз, то необходимо выполнить прокол, раздвинуть здесь все ниточки и при вшивании вводить иглу только в это отверстие, не захватывая другие ниточки. Тогда ручка будет двигаться, опускаться в нужном вам направлении. Пришиваем ручку к лукошку. И вот такая корзинка получилась. Хочу обратить ваше внимание, что ручка прекрасно функционирует и в одну, и в другую сторону. Вставка тоже располагается вот таким образом, что если мы уложим весь ряд яичек, то они как раз будут вровень с краем корзины. Надеюсь, мой мастер-класс вам был полезен. Поделитесь своими работами со мной, мне очень интересно. И если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете их написать в комментариях под этим видео. Благодарю за ваше внимание. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас еще очень много интересных мастер-классов. Всем пока-пока!